Я вас приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы приготовим одно из самых ароматных и уютных восточных блюд – махлюба с курицей. Это древнее ближневосточное блюдо, которое всегда собирает за столом всю семью. Первым делом займемся рисом. Я беру длинный рис, тщательно промываю его несколько раз, до тех пор, пока вода не станет абсолютно прозрачной. Затем добавляю немного соли, заливаю теплой водой. Пусть рис постоит и замочится, примерно полчаса. Пока рис отдыхает, займемся овощами. Сначала нарежем баклажаны кружками, толщиной примерно сантиметр. Посыпем их солью, заливаем водой и ставим сверху груз. Можно просто тарелку. Пусть так постоят минут 10-15. Выйдет горечь и баклажаны станут мягче. Ребята, это блюдо не просто вкусное, оно теплое, душевное и праздничное. Махлюба переводится как перевернутая. В конце приготовления мы переворачиваем кастрюлю. Ребята, и пока наши баклажаны находятся в воде и отдают свою горечь, замачиваются, мы почистим картошку. Мы почистим картошку и все наши овощи подготовим, чтобы потом, не теряя время, можно было по очередности их прожарить и соединить в блюде. Значит, ребята, картошку мы нарежем кружочками. Морковку мы нарежем длинными дольками. Лук четверть кольца. Ну и как всегда, я очень люблю добавлять лук-порей. Он придает свою сладость. И просто нарежем его тонко. Мы промыли тщательно наши овощи нарезанные. И сейчас нам нужно их немножко подсушить. Мы их положили на одноразовое бумажное полотенце, чтобы они подсохли. Ну теперь, как всегда, немножко маслица и начинаем обжаривать шикарные наши баклажаны. А почему они должны были быть сухие? Ну, вы знаете, что масло, когда горячее попадает вода, оно начинает стрелять. А так как мы заранее подсушили баклажаны, стрельбы не будет. Они сухие и меньше на себя возьмут масло. Баклажаны подрумянились, и такие некрасивые стали. Красавцы какие. И сейчас в этом же масле будем обжаривать картошку. Прежде надо добавить немножечко масла. Картошку будем обжаривать до румяной корочки с двух сторон. Картошечка должна быть хрустящей. Баклажанчики отдыхают, лишний жир впитывается в полотенце бумажное. И помидорчики ждут, когда мы их начнем нарезать на шайбы. Это специи, это все будет указано у меня под роликом. Ребята, блюдо, конечно, очень интересное, вкусное, семейное, которое объединяет всю семью. Картошечку перевернем на другую сторону, чтобы и вторая сторона получилась хрустящей и румяной. Пока запаха никакого нет, но картошечка получается очень красивой.
Ну вот, картошечка наша зарумянилась с двух сторон. Она у нас, будем, скажем так, приготовилась аль денте. Почти готовая. Смотрите, какая это красота. Какая игра красок. Какая насыщенность. Сейчас мы взяли бедрышки куриные без костей. Нарежем их на порциональные кусочки. Если вы обратили внимание, мы мясо режем на другой доске. Это всегда есть для рыбы, есть для овощей, есть для мяса доска. Сейчас мы мясо тщательно промоем. Посмотрите, какое мясо. Вот на такие маленькие кусочки мы должны нарезать мясо. Шикарное мясо получилось. Курицу мы срезали, нам лишний жир не нужен, потому что у нас все овощи жарились на масле. Ну, сейчас протрем доску. И еще очень важный момент – подсушить мясо, чтобы мясо было сухое, чтобы на мясе не было лишней влаги и воды, так как мы будем бросать мясо в раскаленное масло, и нам эта стрельба по всей кухне не нужна. Мясо надо обязательно бросать в раскаленное масло, чтобы оно сразу схватилось и начало жариться. А иначе оно просто будет у вас тушиться. Шикарное. Очень красивое. Будем ждать, пока мясо не будем трогать, подождем, когда оно схватится с одной стороны. А тем временем рис замачивается. Мы его, кстати, промыли после соли, мы его еще раз промыли. Баклажанчики остывают с картошечкой, а лучок ждет своей очереди вместе с морковочкой. У меня вот такое оливковое дерево выросло на кухне. Вот так, смотрите, какой красивый жирочек получается куриный. Он немножко вытапливается. Вот такого цвета должна быть курочка. Видите, коричневая, золотистая. И сейчас мы будем ее переворачивать, чтобы с другой стороны получилось так же. Курица готовится быстро, поэтому нам нужен большой огонь, чтобы она не высохла, а именно закрылась, запечаталась со всех сторон. Красота! Ну, курочка запечаталась со всех сторон. Будем добавлять лучок. Лучок будем жарить до прозрачности. Сейчас он немножко карамелизируется. Когда напитает маслица, он начнет тушиться. Сейчас мы все хорошо перемешаем. Посмотрите, какая свадьба. Курочки и лука. Как красиво. Обязательно в раскаленное масло сбоку мы бросим морковочку, чтобы прежде чем смешать ее с мясом, она должна быть с легкой нежной корочкой, для того, чтобы она дала соус, сладкий вкус маслу. Сейчас время пришло нашим специям. Мы добавили масло. Вы же знаете, что специи очень хорошо всегда раскрываются в горячем масле. Вот мы сейчас всыпем специи в масло, подождем секунд 6, замешаем специи в масле и будем вмешивать в мясо. Не дадим специям пригореть, чтобы не было горьковатого привкуса. Тем временем морковочка набрала силу, яркую корочку от того, что она прожарилась в масле, отдала свою сладость маслу, перемешалась со всеми специями и с мясом. Вот сейчас, я могу сказать, запах стоит на кухне обалденный. Обалденный, вам просто невозможно передать этот запах. Обязательно добавим 50-60 мл воды. Для чего?
чтобы пропарилась немножко морковочка, мяско с луком, и чтобы все специи равномерно впитались в наши продукты. Нам осталось только хорошо все перемешать. Вот это запах. Вот это класс. Ну, ребята, в принципе, все готово. Баклажаны мы пожарили. Картошечка зажарилась с легкой корочкой сверху. Присолим немножко мясо, перемешаем, подождем еще минут 10-15. Пусть немножко все протушится, наберет сока и станет мягче. Ребята, но это еще не все. Это блюдо поддают соусом, который состоит из лимона, чеснока и оливкового масла. Ну, нарежем помидорчики. Это будет первый слой нашего блюда. А помидоры мы нарежем кольцами, примерно 2-3 миллиметра. И будем укладывать их на дно нашего казана. Они придадут нашему блюду аромат, сочность и нежность. На самом деле, ребята, блюдо будет очень вкусное, насыщенное и сочное. Заходите в гости за рецептом. И, как всегда, ребята, хочу поблагодарить своих подписчиков, что верят в меня и остаются со мной. Огромное вам спасибо. Ну вот, подготовили наши помидорчики, вы видите, 2-3 миллиметра толщиной. Ну, берем казанчик и будем собирать наше блюдо. Первый этаж или первый слой – это будут сочные свежие помидоры, которые придадут нашему блюду красочный вид, аромат и цвет, и сочность после того, как мы перевернем это блюдо. Второй слой будут сочные, шикарные баклажаны. Я очень люблю баклажаны. Мы не солим их. Достаточно мы посолили мясо. Сейчас будет слой картошечки. Сверху она получилась с хрустящей корочкой, а внутри она мягкая. Потому что когда мы ее жарили, мы ее прижарили с двух сторон, мы добавили еще немножко водичку, чтобы пропарила картошечку. А потом опять ее зажарили в этом же масле. Смотрите, какая-то красота. Как все собирается. Стараемся ложить равномерно по всей поверхности нашего блюда. Шикарно, шикарно. Как мясо пахнет на кухне. Вам просто не передать, как жареное мясо со специями и с луком пахнут. Все тщательно выкладываем ровненько. Только давить не надо, просто выкладываем. Красота. Сейчас будем выкладывать, как лучи солнца, нашу шикарную морковку. На морковку будем выкладывать мясо с луком. Посмотрите, как зажарилось наше мясо. Какой аромат стоит. Обалденный. Все специи. Запах обалденный. И сейчас будем выкладывать по всей поверхности рис. Аккуратненько выкладываем равномерно по всей поверхности рис. Я использую рис басмати. Его всегда нужно замачивать. Он длинный. И если мы не будем его замачивать, он просто будет сухой и будет ломаться, он не будет эластичный. И он будет рассыпчатый. Мне очень нравится этот рис.
Ну и доливаем воды примерно, чтобы было 1,5 сантиметра выше риса. Тоже аккуратно вливаем, чтобы не повредить целостность поверхности нашего риса. Вот так мы и влили. Вот появился жирочек уже и от мяса, и от овощей наших. Красивенько мы расправим все это. Ну и будем варить. Ждем, пока закипит вода. Видите, как начинает дышать наше блюдо. Вот начало кипения уже. А когда вот начнет кипеть, когда вода прогреется, мы обязательно закроем крышкой и переставим на маленький огонь, чтобы наше блюдо томилось. Рис должен быть готов на пару. Именно на пару приготавливается рис. А здесь наш соус. Оливковое масло, лимончик, чеснок. Это блюдо обязательно подается с этим соусом. Вот прошло 20 минут, подняли крышку, смотрите, какое чудо. Золото, просто золото находится в кастрюле. Самый ответственный момент. Аккуратно накрываем кастрюлю большим блюдом, держим крепко обеими руками и переворачиваем. Оставляем на минуту. Пусть осядет. И медленно снимаем кастрюлю. По традиции постучим. И медленно снимем кастрюлю. И вот наша махлюба с курицей. Румяные помидорчики, баклажаны, золотистая картошка, яркая морковка и ароматный рис. Все соединилось в одно целое. Это действительно восточный праздник на столе. Теперь сделаем к ней чесночный соус. В ступе растираем пару зубчиков чеснока, добавляем немного соли, выжимаем свежий лимон и вливаем оливковое масло. Это пользуемся в отдельной пиалке, каждый по вкусу, чтобы мог взять столько, сколько считает нужным. Зелень тоже ставим в сторонку. Этот соус идеально дополнение. Он придает свежесть и легкую кислинку, которая подчеркивает вкус риса и овощей.